Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю украсить ваш пасхальный стол оригинальным и вкусным куличом краффин с нежным сдобным мякишом и хрустящей корочкой. Список всех ингредиентов вы видите на экране и можно также посмотреть в описании под видео. В теплое молоко или сливки добавляем 1 столовую ложку сахара. Можно меньше, главное активировать массу. Добавляем дрожжи. Перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место. Завариваем чай с бергамотом и заливаем им изюм. Даем постоять 15 минут. Сливаем. Обсушиваем сухофрукты с помощью бумажного полотенца или салфеток. Притрушиваем мукой. Займемся основным тестом. В отдельной миске смешиваем 2 желтка и 2 яйца. Если в выпечке больше белка, она будет воздушная, но быстро зачерствеет. Добавляем сахарную пудру. Взбиваем на средней скорости. Нужно получить пышную светло-желтую массу. В яичную массу добавляем масло кхи. Как готовить масло кхи, я покажу в конце видео. Алкоголь. Алкоголь влияет на сроки хранения выпечки. Заменить его можно на другой вид алкоголя или на сок апельсина. И цедру. Проверяем закваску. Посмотрите, как красиво поднялась шапочка. Отправляем в миску и хорошо перемешиваем все ингредиенты. Лучше это делать крюком от планетарного миксера. Быстрее и легче. Но если у вас его нет, как у меня, тогда придется возиться с тестом. Постепенно вводим муку, не всю, грамм 50 оставьте для раскатки теста. Если вы вымешиваете тесто в планетарном миксере, это займет минут 8. Сначала тесто соберется в шар, потом станет мягче, расплывется по чаше, а потом снова соберется в шар. Если вы вымешиваете руками, как я, то это займет минут 15. К сожалению, но результат того стоит. Смажьте миску маслом. Накройте пищевой пленкой и отправьте в теплое место. Сверху также смажьте маслом. Если так сложились обстоятельства, что вам нужно отвлечься срочно, не беда. Отправьте тесто в холодильник, а после достаньте и продолжайте с ним работать. Делим тесто на 2 части. Раскатываем в тонкий прямоугольник так, чтобы оно буквально светилось. Муки добавляем совсем чуть-чуть, чтобы не забилось тесто. Намазываем мягким маслом. Распределяем начинку так, чтобы не было слишком тучно. Начинку можно брать любую: изюм, цукаты, шоколад, мак, орехи. Посыпаем апельсиновым сахаром. Рецепт я покажу также в конце видео, кому интересно. Можно вместо апельсинового сахара добавить обычный. Помним, что тесто не сладкое. Или смешать сахар с корицей, будет очень ароматно. Закручиваем тесто, прижимаем, чтобы был плотный рулет. Накрываем пленкой и даем настояться 10 минут. По истечении времени разрезаем рулет пополам. Смотрите на размер формочки. У меня маленькие, диаметром 8,5 см и высотой 9 см. Если у вас форма побольше, делить тесто пополам не нужно. Разрезаем рулет вдоль почти до конца. Закручиваем. Последний хвост наверх. Тесто всегда должно выходить размером наружу. Укладываем в форму. Накрываем полотенцем и отправляем в теплое место на полчаса. Из другой части теста я сделаю краффин в виде рулета. Разрезаем вдоль до конца, заплетаем косичку.
Тесто всегда должно быть разрезом наружу. Укладываем в форму. У меня нет подходящей формы, поэтому на противень, засланный пергаментной бумагой, я ставлю стакан. Делаю это для того, чтобы дырочка в рулете была ровной и не затекала тестом при выпечке. Аккуратно выкладываем косичку из теста вокруг стакана. Закрутить нужно так, чтобы не было видно, где скрепляется кольцо. Отправляем в теплое место на полчаса. По истечении времени отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 190 градусов и выпекаем до готовности. Время выпечки зависит от ее размеров. Если горит верхушка, накройте верх фольгой. У меня время выпечки заняло 25 минут, и то я чуть-чуть передержала. Готовую выпечку достаем из духовки и даем полностью ей остыть. Рулет мне даже больше нравится по внешнему виду, чем обычные краффины. Украшаем сахарной пудрой. Разрез. Как видим, все отлично пропеклось. Тесто слоистое и очень ароматное. Несмотря на большое количество шагов, краффин готовится легко и просто. Замешивайте тесто на куличи с хорошим настроением, в теплом месте без сквозняков. Уверена, вам обязательно понравится это вкусное сдобное тесто. Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. Делитесь видео в соцсетях и не забудьте подписаться. Впереди еще много интересных рецептов. С вами была Неля. Всем приятного аппетита! Масло хи – невероятно полезный продукт для человека. Оно способствует пищеварению и не повышает уровень холестерина, улучшает память и зрение. Еще оно долго хранится. Сливочное масло необходимо брать качественное, без добавок, с жирностью не менее 82,5%. Режем масло на кусочки примерно 50-100 грамм. Берем кастрюлю с утолщенным дном. Нагреваем духовку до 150 градусов и отправляем туда кастрюлю с маслом. Примерно через 1,5 часа вынимаем кастрюлю с маслом из духовки. Снимаем золотистую пенку. Даем маслу остыть, иначе от кипящего масла может лопнуть банка, в которую мы будем его переливать. Сливаем прозрачное теплое масло через дуршлаг или через сито. Переливаем столько масла, сколько можно перелить, не потревожив осадки. Осадки можно использовать для выпечки или положить в кашу. Такое масло очень нежное, вкусное, полезное. Всем приятного аппетита! Апельсиновый сахар мы будем из сахарного песка и свежего апельсина. А еще нам обязательно понадобится блендер. Первым делом нужно тщательно вымыть апельсин и обдать его кипятком. Затем на мелкой терке натираем цедру. Насыпаем в блендер сахарный песок, добавляем цедру, а из самого апельсина выжимаем сок. Нам понадобится чайная ложка. Измельчаем все до тех пор, пока сахарная масса не окрасится в равномерный желтый цвет. Когда откроете крышку блендера, аромат будет просто восхитительный. Пересыпаем апельсиновый сахар на бумагу или подсушиваем его, периодически помешивая при комнатной температуре. Если образуются крупные кусочки, просто разбиваем их ножом или лопаткой. Хранить ароматный апельсиновый сахар в герметичной посуде. Добавлять такой сахар можно не только в выпечку, но и в чай или кофе. Получаются необыкновенно ароматные напитки. Всем приятного аппетита!